Друзья мои, всем привет из поселка Черноморская. Кто еще не с нами, подписывайтесь. Кто не знает, меня зовут Маша, я живу в поселке Черноморская, это Крым, Западный Крым, Тарханкут. Ой, что падает на меня? Кто летает, что падает? Сегодня сейчас пойду прям пешком по поселку. Ну так получилось. Планировала только съездить на пляж, мне нужно ключи там передать, ключики отдать. Но так получилось, что я не знаю, кто из вас так хотел прогулку по поселку. Писали мне вот несколько раз зрители. Маша, сними нам весенний поселок, покажи нам поселок. Ой, по мне что-то ползает, лазит, не могу понять. Друзья, не вижу, кто-то, может, мошки какие-то, жучки летают. Пчелы, наверное, летают. Ой, орех, кстати. Миндальный орех. Вот тут. И даже уже есть плоды. Аккумулятор сел. Только что хотела быстренько съездить, отвезти ключи. И сел аккумулятор у меня на машине. Думаю, боже мой, у кого-то такая сила, желание, понимаете? Вот буквально недавно кто-то просил прям: Маша, вот, пожалуйста, так хотим, соскучились по поселку, не можем, все. Только наступила весна, уже ждем отдыха. Покажи про пляж, расскажи. Потому что я так поняла, что люди читают какие-то телеграм-каналы, где им рассказывают, что у нас закрыт пляж. Я вам сразу говорю, пляж у нас открыт в поселке Черноморском. Отдых планируйте, у нас все отлично. Вчера была на пляже, все красят, белят, равняют песочек, чистят. В общем, пляж в нормальном состоянии. Не слушайте никого, не читайте вражеские телеграм-каналы. Смотрите информацию с первых уст. Сейчас, если у меня останется время, и я успею, я прям заскочу специально на пляж, еще все, побежали, потому что взяла селфи-палку, специально села на лавочку. Видите, у нас тут такой скверик шикарный. Это район Димитрово. Вот, а я сейчас вам покажу, может, вот так вот вам будет видно, видите? Тут так у нас лавочки идут, тут микрорайон большой, я тут как раз рядышком живу, 3 минуты отсюда. Очень вот так вот красивенько. Здесь, посмотрите, какая у нас зелень. У нас вообще поселки просто к 9 мая поселок весь выдраили, все побелили, покрасили. Боже мой, у нас такое озеленение потрясающее. У нас полностью по периметру, по всем дорогам новые елочки повысаживали. В общем, пойдемте, дойдем до пляжа, я вам покажу. У нас там аллея цветет каштанов на улице. Как эта улица называется? Сейчас, подождите, вспомню, улицы позабывала. На улице Кирова, вот, на улице Кирова. Мне еще люди просят: Маша, сориентируй нас по этим дачным участкам, по этим улицам, хотим участок купить. Друзья, я сама ничего не знаю, я знаю только центр поселка, и все. Поселок у нас так разросся, что... Где какие СНТ, люди, мы запутались в СНТ, подскажите, я сама вам не подскажу, я сама в них ничего не понимаю. Я иной раз еду по улице и не знаю, к чему она относится, к какому уже району, потому что поселок разросся так, что я вообще понять не могу. Люди где-то покупают возле моря участки и говорят: мы относимся к Новосельскому. Я вообще понять не могу. Новосельское это аж, как бы это, раньше было село Новосельское, уже возле моря, уже они все пообъединялись, поэтому, друзья, в этом я не сильна, честно. Я знаю только вот центральные улицы, по которым я каждый день езжу, ухожу. Мне без надобности ездить на эти дачные участки, у меня там никто не живет, поэтому я не могу вам подсказать. Если бы я там жила, я бы, конечно, подсказала. Я живу на улице Ипатрийская, и вот у меня одна дорога к морю, понимаете, Ипатрийская, Димитрово, Кирова и вот пляж. Все, пойдемте. Пойдемте прогуляемся по весеннему поселку. Вот, видите, какой красивый скверик, там, где я только что сидела. Прелесть. Вечером здесь куча детей на роликах катаются, мамочки с колясочками. Чудесно. Видите, какая у нас чистота, как красиво в поселке. Это Димитрово микрорайон, озеленение такое. Везде у нас асфальтик новый по поселку уложен, дороги новые, это рынок юбилейный напротив. Так, у нас на Димитрово новая аптека социальная открылась, прямо напротив юбилейного рынка. Вот здесь, где ребята идут, видите, по выходным продают домашнее молоко, домашний творог, можно здесь все домашние яйца купить. Приезжают люди, своим торгуют. И через дорогу рынок юбилейный. Там еще одна аптека. И вот обратите внимание, у нас сейчас по всему поселочку везде вот такие вот лавочки сделаны. Видите, как хорошо. Есть место, где посидеть, отдохнуть. Дети тоже здесь на роликах катаются, постоянно на скейтах. И дальше, если пойдем, там тоже качельки. В
В общем, поселочек у нас, конечно, если вы давно здесь не были у нас в Черноморске, вам обязательно нужно посетить, посмотреть, насколько изменился поселок буквально за, наверное, за последние 5 лет. Очень изменился. Сейчас по этой тропиночке прям будем прямо идти, спустимся к сейчас мы по Димитрово идем, а спустимся к автостанции. И там от автостанции буквально чуть-чуть и сразу пляжик у нас. Здравствуйте. Вот видите, как вот до автостанции будем идти, сейчас везде качельки. Везде качельки. Как-то вечером здесь проходила, сидят люди на качельках, качаются, красота. Напротив, все, видите, у них красивенько, огородики такие. Этой дорогой я ходила каждый день в школу. Каждый день туда и обратно, туда и обратно. Сейчас иду, такая ностальгия. Ой, надо вот прямо взять себе за правило и ходить. Вот если есть возможность, надо ходить. Но мы же постоянно куда-то торопимся, у нас же 1000 дел. А раньше я ходила, когда-то у меня не было машины. В 20 лет я работала на почте в бухгалтерии, ходила каждый день. И какие цветы, красота. Ой, как пахнет. Смотрите, какие у людей тут прям, да? Под балконами сделали красоту, цветочки. Кто-то высадил, видите, как приятно гулять, когда вот цветочки. Ой, птички поют. И во дворах тоже хорошо. А чё ж я вам свой двор не сняла? У нас тоже шикарный двор, тоже у нас новый асфальт. Так, в следующем ролике надо будет свой двор вам снять, похвастаться. У нас там тоже очень красиво. Очень красиво. Все, у нас новенькие качельки тоже поставили. Вот согласитесь, вот я иду по поселку, как приятно идти. Посмотрите, асфальтик новый, там плиточка, качельки. Вот сейчас иду. Раз кто-то позвонил мне, сел на качельку, поболтал. Даже вот так вот выйти просто, подышать воздухом. Как чудесно. А во дворах у них там вообще красота. Я уже этой дорогой пошла, ладно, возле дороги, возле трассы. Видите, как иду. Люблю свой поселок, я вам хочу сказать, я, конечно, южный берег Крыма люблю, очень люблю, потому что все мы же не можем постоянно быть дома, правильно? Нам хочется все равно куда-то поехать, что-то новое увидеть, как-то, разнообразить как-то свою жизнь. Но я вам хочу сказать, именно что касается горного Крыма, вот если вы обратили внимание, вот у нас вот такие ровные дороги, посмотрите, везде есть стоянки. Ты комфортно себя чувствуешь, у тебя нет стресса, что тебе нужно где-то подъехать срочно, припарковаться, и у тебя нет места для парковки. Видите, у нас какие дороги ровные, парковочки широкие, тротуарчики везде. На южном берегу, конечно же, привет, Леночка, на южном берегу, конечно же, мало где есть такой комфорт, понимаете? Поэтому, наверное, все-таки жить намного комфортнее вот на таких вот, на ровных, где равнина. Красиво люди сделали, да, украсили. Розмаринчик растет. Сейчас вам покажу. Вот вам, пожалуйста, розмарин. Тоже растет и на западном берегу Крыма растет, не только на южном. Просто, по всей видимости, если посадить, то он растет. Если не садить, то не будет расти. И там тоже розмарина кусты. Смородина, я смотрю, здесь. Это вишня или черешня, у них орех рядом. Насадили. Давно здесь не гуляла. Прошлась. Единственное, что, конечно, куртку джинсовую взяла с собой, несу в пакете, потому что у меня рюкзачок маленький. Несу в пакете куртку джинсовую, потому что, думаю, сейчас к морю пойду. Тут ветерочек, тем более я буду там до вечера. Пришлось немножко выключить, там косят траву. Вот это я хочу сказать, весной тоже у меня какой-то день был, хотела вам снять ролик. Только где-то села, начали косить траву, только где-то придешь там, думаешь, ой, местечко такое классное, опять косят.
Поэтому, конечно же, травы у нас ого-го, косить ее нужно, потому что все-таки вы знаете, что она, если ее вовремя не скосить, она потом сохнет такими прям колосьями сухими, как пшеница, колоски аж. Это магазин Пут напротив, видите? Ой, как приятно, как вкусно пахнет травкой. Все цветет. Очень тепло. У меня уже все друзья, все подруги на море загорают. Я сегодня хотела на пляж тоже пойти. Наверное, все-таки завтра выделю полдня и пойду позагораю. Пока такая погода. Витамин D надо срочно получить. Слушайте, я иду как по другому поселку. Я давным-давно не ходила пешком по этим улочкам. У меня аж ностальгия. Мне тоже вчера приезжал Никита на 2 дня. Он живет в другом городе. Вот вчера они приехали, полдня у меня побыли, потом пошли там к Лизаным родителям. И он говорит: мама, я так соскучился по Черноморску. Я иду, прям смотрю все родные места вообще. Говорит, в каком бы ты лучшем городе ни жил, но все-таки дом есть дом. Он говорит, я иду, так поворачиваюсь, каждое дерево, каждый, говорит, какой-то кустик, везде воспоминания о детстве. Я говорю, да, сынок, это такое есть. Ничего ты с этим не сделаешь. Там, где прошли лучшие твои годы, там, где прошло детство, где ты рос, это друзья, это позитивные эмоции, никаких проблем. И, конечно же, ностальгия, она такая. Поэтому я думаю, что тоже, кто отдыхает в Черноморске, понимаете, когда ты просто вот отдыхаешь душой, ты забываешь о работе, о проблемах. Посмотрите, какая тут красота, да? А мы малые тоже вот так вот шли, постоянно вот сюда заходили, домой не хочется идти. Мы вот так вот зайдем, и я помню, даже было такое, знаете, мы вот туда пошли, вон туда, видите, по тропиночке. Пошли, сидим и хихикаем, и слышу такой голос: Маша! Я такая, тихо! Мама услышала мой голос, мама шла с работы этой же дорогой, слышит там голос своего ребенка, а мы вон там вдали, там идем со школы, домой же идти не хочется, понимаете? Под каждым кустом нам надо как бы сделать так, чтобы подольше была дорога домой, потому что дома уроки, дома надо убираться. Ой, тут когда-то вообще реки такие, когда тут дождь идет, тут такие реки. Этому тротуарчику, этой плитке, наверное, лет 20 точно. Да, лет 20, мне кажется. Да, Никитка у меня еще маленький был. Здесь положили вот эту плиточку. Смотрите, до сих пор лежит. Уже, конечно, деревья, видите, немножко подрывают. Тут все убрали с зимы. Подсапали, порядок навели. Возможно, здесь вообще цветочки какие-то посадят. Смотрите, тротуарчики там, видите, еще с той стороны, сейчас пальцем покажу, вот как в шахматном порядке. Это все побелено буквально вот недавно. Видите, какие у нас здесь деревья. Напротив сад Воронцовский. Туда сходим на днях тоже, там шикарно, столько насаждений. Посмотрите, какая у нас тень. Так вот даже по поселочку пройтись, как приятно, да? Постоянно идешь по тенечку. Даже в такой жаркий, знойный день. Все тротуары у нас не на пикнике, не на солнце, а вот именно в тени. Пройтись, движения у нас сильного нет по поселку, вы сами видите, как машины ездят. Ну, у нас 11 тысяч населения. Поэтому, конечно, нет такого движа, как в городах. Нет вот этого вот смока, потому что он, по всей видимости, успевает рассеяться. И у нас еще нет гор, за счет чего у нас вообще шикарный воздух. У нас нет гор, у нас вокруг моря Тарханкут, и поэтому воздух не застаивается, как в Мексике. У нас такого нет. У нас воздух постоянно рассеивается, постоянно свежий. Здесь у нас стадион. Постоянно играют в футбол. Видите, футбольное поле там. Постоянно проходят какие-то чемпионаты. Как только выходные, так смотрю, уже какие-то команды бегают, куча родителей, праздники проходят на этом стадионе часто. Помню, один год как-то Масленицу даже делали, было интересно. Вот такой поселочек у нас весенний.
и сейчас мы выйдем к автостанции. Уже мы пришли к автостанции, в принципе. На троих надо, ничего подобного. Тоже так поразрастались эти кустики. Ой, буквально недавно, вот еще года 2 назад они малюсенькие были. Смотрите уже, каким заборчиком. Здесь когда-то тоже дерево упало. Большое-большое дерево было, береза или что. Упало от ветра. Автостанция. Видите, прям сразу сдается жилье возле автостанции. У нас везде сдается жилье. Поселок небольшой. Хотя, когда я говорю, что поселок небольшой, мне говорят, как это небольшой, такой большой поселок. Ну, я считаю, небольшой. Если я буду идти сейчас вот без камеры, не снимать, да, то от своего дома я дохожу за 20 минут. Спокойным шагом до пляжа. И все, и еще минут, наверное, 10. И мы возле моря. Возле пляжа. Все, никуда не сворачивая, прямо-прямо. Видите, туалет. Автостанция. Почему комфортно отдыхать в поселке Черноморское, я вам хочу сказать. Посмотрите, вот сколько я иду, никаких нет не тропинок, а этих ступенек. Ступенек нет. Вот вы идете всегда по ровненькому, хоть вы с коляской. Хоть вы без коляски, вам комфортно. Видите, получается так, с утра здесь тенечек по этой стороне, а после обеда там тенечек идет, солнце поворачивается и от домов тень, поэтому выбирайте, по какой дорожке вам хочется идти, по правой или по левой. Цветут каштанчики, шикарная аллея, конечно, потрясающе. Когда едешь на машине, это так красиво. Видите, все чистенько, все поубрано. Ой, прошли, я же вам не показала вот эту вывеску, видите? Выбирай Черноморская, на ней фотографируются постоянно. Еще в парке есть такая же, я люблю Черноморская, и на пляже. Сердечко стоит. Ой, этим каштанам вообще не представляю, сколько лет. Очень много. Я же говорю, я еще маленькая в школу ходила этой дорогой каждый день. Каждый день. Помню, идем, еле волочим ноги. По всем магазинам зайдем, накупим всякой ерунды. У кого на что есть деньги. Сейчас как-то мало ходим. И вот так вот идешь. На машине как-то едешь, не воспринимаешь. А вот пешком идешь, прям моментально ностальгия. Моментально. Прям такое ощущение, что я в детство вернулась. Иду в школу. Как-то ходили, понимаете, не выбирали поближе школы. Просто ходили в школу, главное, вот у тебя там твой любимый класс, твой учитель. И все. У нас здесь сколько школ? 1, 2, 3. Первая в центре, 2, где Южная улица, 3 на Димитрова. Это Яхан здание. Офисное здание. Анализы здесь, врачи платные. В общем, такое офисное здание. Не знаю, есть здесь гостиница или нет, я не знаю. Я сюда ходила на фитнес. Лина здесь преподавала, мы прыгали. Видите, оптика здесь есть. Банк, ЧПРР. Янбанк. Ой. Метро. Агентство недвижимости здесь. А, сдача апартаментов, значит, есть. Магазин любимый через дорогу. Люблю этот магазинчик. Маленький, аккуратненький, всегда все свеженькое тоже.
Так, если что-то надо, быстренько заехать купить. В путь не хочется в очереди стоять. Раз. Заехал, припарковался, удобненько. Видите, парковочка. Вот заметьте, да, даже места свободные на парковке. Вот так вот. Сейчас еще чуть-чуть, и мы уже в парке. Посмотрите, кстати, как сделали, отремонтировали нам вот эти дома. Это поскольку им лет, это ж на Кирова. Это дома, я вообще не знаю. Это, наверное, самые первые вот такие многоэтажки. Еще Димитрова района не было. Видите, как их прям привели в порядок? Какие они страшные стояли много лет. Вот сделали такой ремонт. Ремонтировали, все красивенько. Ну а что, если это дом хороший? Они же с Альминского блока. Поэтому видите, что такое качественный дом. Сверху фасадик сделал, и все, и уже красивенько, правильно? У нас даже светофоры есть в поселке. Вот так вот. Когда-то не было. Наверное, лет 7 или 8 только светофоры поставили. Да, я еще училась, когда на права не было светофоров. Точно. Это я уже потом выучилась. Когда я лет 9 или 10 назад училась. Поэтому вот так вот. Поселок разрастается. Когда-то были дачи, там уже целые микрорайоны. Видите? Все-таки итальянская деревня построилась, тоже сколько людей там живут. Население разрастается. Не только Москва разрастается, у нас тоже. Где все побелено, тротуарчики. Или как это называется? Бордюрчики. Бордюрчики побелены. Я забыла уже, как такие блоги снимать, друзья. Ой, сегодня я в ресурсе, сегодня у меня потрясающее настроение, потому что надо маме, да? Обнять ребенка, знать, что у детей все хорошо, и все, утром просыпаешься, настроение шикарное. Новый магазинчик открылся, одежда. Видите? Новенький. Это магазин Крым. Напротив банк РНКВ. Отделение. Сейчас уже как-то комфортненько, погодка классная, буду вам больше снимать по возможности. И Черноморск, и куда-то поедем, и на следующей неделе, наверное, с Сашей поедем. Хотим дней на 5 поехать отдохнуть. Я считаю так, пока муж приглашает, надо соглашаться, понимаете? Вообще я заметила, что очень много думать вредно. Так, ну что, мы дошли с вами уже до первой школы. Сейчас за углом, вот тут вправо, если пойти, это сразу первая школа. Я, знаете, что думаю? Давайте пройдемся, не так пойдем, а возможно магазин Яблоко. Так, подождите, сейчас я подумаю. Я думаю, как нам пойти сразу к пляжу или через центр пройти. А? Не, давайте к пляжу. А центр, если что, я потом на обратном пути отсниму центр. Только подождите, а как здесь дорогу перейти? Боже, я забыла, я уже пешеход, я тут не хожу. Слушайте, тут же не перейдешь, получается, мне нужно вернуться вот сюда. Я говорю, я забыла по родному поселку ногами, когда ходила. Ой, кому скажи, не поверят. Получается, там нет перехода, там все закрыто, потому что там школа. Там все, видите, огорожено. Ну, по закону, наверное. Поэтому переходим здесь. Вот мне елки эти нравятся. Такие красивые, прям салатовые. Так, переходим тогда здесь. Ну, давайте. Тут у нас таксисты стоят. Очень хорошее место. Человек выходит, например, с магазина, чтобы сумки не тащить. Раз, такси. Можно не звонить никуда. Так, получается, вот. Получается, значит, чтобы нам прийти к парку, там перехода никакого нет. Мы переходим здесь.
И идем через Дедушку Ленина. Вот это новое здание, вот желтенькое, видите, желтенькое? Вот желтенькое здание, за Дедушкой Лениным сразу. Его построили, тоже административное здание. Уже поздавали там офисы разные, кабинеты. У меня Наташа сейчас в нем работает. У нее студия лэшмейкерская. Ресницы наращивает. Давайте сразу сейчас в парк. Что-то я решила этой дорогой пойти. Хочу к морю, пока хорошая погодка, пока еще не потемнело. Ну, как бы солнце еще не село. Пока тепленько. Я взяла с собой эту куртку. Ребята, я не знаю, зачем я ее тащу. Вот, видите, как тут только, получается, можно перейти. Вот, а там никак не перейдете. Получается, вот так вот мы идем и прям к парку. Привет, дружок. Привет, ты такой красивый. Какой ты красивый котик. Ой, ты посмотри на меня. Ой, какой красивый. Я взяла эту куртку, вообще не знаю зачем, мне в футболке, я просто сжарилась. Просто мне жарко. Какая у нас трава красивая. Просто иду, от вот этой зелени в глазах настолько настроение поднимается. Ой, а запах какой. То там что-то цветет, то там, и оно все пахнет. Сирень везде. Там кустик сирени, там кустик сирени. Вот я смотрю во дворах у людей. Тут у нас библиотека. Мне кто-то писал в комментариях, а почему вы так снимаете, а что вы сразу онлайн что-то говорите, вам бы лучше на монтаже потом это все озвучивать. Друзья мои, это очень долго, я вам хочу сказать. Иногда уже думаешь, хоть бы время найти на блог, понимаете, а если еще отснимать, потом приходить еще все это озвучивать, двойную работу делать, это очень сложно. Может быть, оно как-то интереснее получается, но у меня пока так. Я иду и прям вот онлайн. Мои мысли, мои чувства. Дома уже не то. Дома я уже смотрю этот ролик уже точно так же, как вы его смотрите. А сейчас я в моменте, понимаете, нахожусь. Живу, смотрю по сторонам, вам показываю. Вот видите, вот эти деревяшки торчат. Вот это молодые кустики посадили, елочки. Ну, туйки, наверное, или что. И вот у нас по всему поселку. Если поедете, прям по всему поселку, даже не представляю, сколько они высадили новых насаждений, практически везде. Чудесная погодка. Все, сворачиваем сейчас направо, зайдем в парк. И у нас уникальный поселок, я вам уже много раз говорила, кто давно со мной, кто первый раз. Я вам расскажу, что у нас получается, вы заходите в парк и прямо из парка переходите плавно на пляж. То есть у нас пляж находится прямо в центре поселка. Смотрите, как красиво. Какой куст. Обалдеть, да? Какой куст красивый. Так, до 2 мая. Ой, знаю этих ребят по сериалам. Приезжают к нам, видите? 22 мая в 19:00. Какой-то спектакль будет, можно будет сходить. Популярные, вот лица знакомые, знать не знаю, как их зовут, но такие. В сериалах снимаются мужчинки эти. Так, алые паруса, булки-баранки. У нас тут в парке атмосферка. Все, друзья, вы вот заходите в этот парк и по прямой сразу выходите на пляжик Черноморская. Ну, есть еще, конечно, другие дороги, из которых вы можете попасть на пляж. Я вам показала просто с этой стороны, как мы шли.
Возможно, вы будете идти со стороны итальянской деревни, либо со стороны улицы Почтовой будете заходить там через Чебуреки. Пойдем посмотрим. Розочки наши еще не распустились, тюльпанчики уже отцвели. Много было цветочков у нас здесь, тюльпанов. Видите, теперь ждем розы. Все лето у нас тут будут розы. Вот это все кусты роз. Будет шикарно, красиво. С детками есть где поиграть, попрыгать. Эти тиры уже работают. Машинки вот эти, когда детки, знаете, вы детей берете и на машинках катаетесь, они по выходным работают. Суббота, пятница, суббота, воскресенье, по-моему, они работают. Все, сейчас к морю выйдем. Видите, какой у нас парк? Ой, я люблю здесь воздух. Вот я в нашем парке могу сидеть, у меня всегда вдохновение. Я придумываю какие-то темы для роликов. Я вообще придумываю какие-то планы на следующий день. Ну и вот, знаете, это такое место, которое вдохновляет. Я думала постоянно, почему мне так нравится находиться в нашем парке. Ну, во-первых, в нашем парке сочетание деревьев. Видите, сколько у нас тут деревьев, какое у нас озеленение. Раньше, конечно, больше было. Сейчас меньше. Шаурма, виноград. Здесь вино на разлив, здесь шаурма продается. Здесь тоже кафешку выставляют, шашлычки жарят. В общем, сейчас начнется подготовка к сезону. Все поприжавите, везде вот этот звук, везде пилят, сверлят. Это всю весну. Что-то пилят, режут, ремонтируют, моют, убирают. Чтобы вы, когда приедете, вы наслаждались уже чистотой и красотой. Вот наш пляж. Кто сильно волновался, переживал. Вот, пожалуйста, ничего не закрыто, ничего не планируется закрывать. Все открыто, пожалуйста. Ждет ваш песик. Привет! Хозяин, вы знаете, да, этого Беляша? Беляш, это ты? А? Это ты, Беляш, который провожает всех детей? Да, по-моему, это он, который бегает постоянно и встречает, как только идут, плавают вот на этих ватрушках. Это ж ты, товарищ, мокрый. Вот, пожалуйста, пляжик, как выглядит у нас сегодня. Все чудесно. Убирается белица. Они уже начали подкрашивать вот эти белые навесы. Я смотрю, вчера мальчик с краской красил их. Снимали вот эти всякие тряпки старые, которые поразрывались за зиму. Поэтому, кто планирует отпуск, собирайтесь, приезжайте, никого не слушайте. Не слушайте никаких провокаторов, друзья мои. Ваш пляж вас ждет. Все открыто, ничего не закрывается, потому что каждый день мне пишут личное сообщение. Маша, правда, что пляж закрыт? Нет, пляж не закрыт. Не закрыт пляж, друзья мои. Никто ничего не закрывает. Все работает. Пляж ваш на месте. Ждет вас. Я очень завидую вот этому человеку. Лежит обалдеть. Я понимаю отдых. Представляете, один на всем пляже. Я сегодня тоже так хотела.
Друзья, как хочется уже с вами лето, взять подстилочку, увалиться, пивасик, креветочки, забыть о своих заботах, каких-то работах и вот просто выпасть из жизни на эту недельку-две и позволить себе просто отдохнуть морально в первую очередь и, конечно же, принять витамин D. Вот этот шум волны. Больше всего мне нравится, когда ты лежишь на пляже, глаза закрываешь, тебя так пригревает солнышко, и тебя так разморило, ты лежишь, а на фоне вот эти вот визги с воды. Дети, там кто-то кричит, выходи из воды, кто-то, мама, можно я еще побуду в воде, я не замерз, мне не холодно, выходи, у тебя уже губы синие, вот эти вот, понимаешь, потом такой голос, набирается экскурсия на банан, там, или вот этот вот, который тоже такой голос, знаете, голос из детства какой-то, как он говорит в рупор, группа набирается на банан, на плюшку, на ватрушку, на катер, тоже так мне нравится. Раньше еще говорили горячая кукуруза, но сейчас запретили ходить. А то помните раньше горячая кукуруза, пирожки. А, малышня. Пацаны бегают на пирсе. Ой, сегодня чудо. Погода, конечно, чудо. Вон, мальчик даже с трубкой плавает. Ой, купается. Я бы сейчас тоже занырнула. О, краба поймал. Ну, сейчас посмотрим, что за краб. Ой, покажи крабика, мальчик. Ух ты. Вот краб. Смотри, поймал. Каменный, похоже. Каменный? Это зеленка, наверное, он зеленый. Зеленый, по камнями больше. Под камнями, да? Вода холодная? Если привыкнуть, то все, хватит. Если привыкнуть, если привыкнуть, товарищи. Сейчас теплее, да, стало? Вон они купаются, видите? Им не холодно. Слушайте, такая жара. Так хочется тоже раздеться и увалиться. Сейчас Наташке позвоню. Может, она сейчас уже после работы. Может, мы с ней сейчас посидим. Сейчас грибочки будут красить, потому что они ржавеют за зиму. Вот это все будут сейчас красить. Они каждый сезон их красят. Плавают. Пирс, конечно, уже все. Ой, вот у вас такой пирс. Ну, вот такой пирс. Ребята, что делать? Это еще половина пирса осталась. Он раньше в 2 раза длиннее был. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что они творят. Ты посмотри, что они творят. Тот уже оделся, а этот его хочет в воду. Ты посмотри. Я не знаю, будут это ремонтировать? Наверное, будут. Еще сезон не начался. А, вон мужчина идет, он красит. Я ж вижу по берегу, вон с банкой краски. Сейчас.
Боже, а это только крабов ловит. Это что, еще один у тебя? Еще одного поймал? Нормально. Тут их целое хранилище. Он еще краба поймал. Вот молодец. Еще и другие крабы. Они поменьше. Еще недавно поймал очень огромного с одной клешней, но отпустили, он маленького. У нас еще была беременная креветка. Да вы что? Креветку С икрой, да? Детям не холодно. Так, друзья, пишите комментарии, если вы хотите больше таких видео, больше прогулок по пляжу. Покажи поближе. Огромный. Ага, классно. Это самец. Самец? А ты как отличаешь? Ну, пирамидка, это значит самец. А, серьезно? Да. Округлое что-то, ну, наподобие Шестиугольника? Да, это самка. Понятно. Так. Так, без носков теперь домой пойдет. Постирали носки в Черном море. Если хотите больше таких видео, пишите мне комментарии и ставьте лайки. Я буду видеть по вашей активности, что вам нравятся такие прогулочки по морю. Буду больше вам снимать. Договорились, друзья? Уже крики, визги. Как дети быстро растут. Когда-то мой Никита тоже, я за ним только лежу и слежу. А где мой ребенок? Тоже с этого пирса прыгает. Я всегда возле пирса ложилась. Всегда, когда я с ним приходила, я знала, что он туда пойдет. И мне надо было за ним следить. Кто только первый раз на моем канале, у меня есть плейлист Черноморская. Там вы сможете найти видео по поселку. У меня там очень много. Одно и то же тоже не хочется каждый год показывать. Вроде бы уже показала. Особо ничего не изменилось. Поэтому смотрите в этом плейлисте, пожалуйста. Смотрите, там инфраструктуру я показываю, какие-то обзоры, там каких-то пансионатов, квартир. У меня все есть. Когда меня приглашают, я всегда стараюсь сходить, если у меня время есть, показать вам какую-то пользу для общества. На данный момент запрещено в нашей бухте забирать эту водоросль, потому что наша камка, она уникальная и она не токсичная. Если мы ее будем постоянно убирать, потому что ночью прилив, и вода сама забирает свою траву обратно. Если мы ее будем забирать, то вместо нее начнет развиваться другая водоросль. Это как в организме. Если вы полезные бактерии убьете, то у вас начинает патогенная микрофлора развиваться, и у человека начинают развиваться всякие грибки и ненужные, понимаете, бактерии. Так и здесь, так и в бухте. Пока у нас есть вот эта наша водоросль, она не дает размножаться хлорофора, я, честно, я не помню, какая водоросль. Но вот она сейчас уже в Краснодарском крае, в некоторых бухтах начала. Она убила вот эту и начала, понимаете, как патогенные микроорганизмы. Она очень токсичная и вредная. Поэтому, друзья мои, экологи запретили нашу камку. Вот, видите, как камка выглядит? Камка выглядит как вот такая вот, она как полосочками. А хлорофора, она как мочалка такая. Не знаю, у нас ее нету. Поэтому наше море самое чистое. И если вы не понимаете немножко, то лучше вообще не приезжайте тогда, если вы считаете, что вам это водоросли вас раздражают такие. Вот это действительно водоросли, вот это действительно морская капуста, которая незаменима. Вот она и лечит все эти простудные заболевания, все эти грудные эти бронхиты, астмы и так далее. Понимаете? Вот ради нее люди приезжают оздоравливаться. И люди, которые не понимают, хотят мы хотим как в бассейне. Друзья мои, море – это живой организм. Здесь есть медузы, водоросли, и мы не можем нарушать
эту циркуляцию. И уже идем в район Новой набережной. Тоже так поржавели за зиму вот эти перила. Но сейчас, я думаю, все подкрасят в серенький. Поэтому, ребяточки, посмотрите, какая у нас вода прозрачная. Друзья мои, кого раздражают наши водоросли, кто говорит, что им не нравится песок, который находится там везде, вот им нравится камушек, потому что песок во всем купальнике и забивается везде, то это ваш выбор. Я не настаиваю, каждый выбирает то, что он хочет. Я обожаю песок. Меня вообще не напрягают водоросли, я вам больше скажу. Я прям беру эти водоросли и я ими натираюсь. Потому что это золото под ногами. Понимаете? Просто золото под ногами. Мы привыкли ко всему искусственному. Видите, какой шторм был? Посмотрите, как прям, вот как вода шла. Видите, это все будут разравнивать. Это все сейчас заедет сюда трактор. Все разровняет ровно. Пляж этот увеличится, он станет такой плавный, переходящий, потому что вот эти вот бугры все увеличат, ну как бы их разровняют. Плюс потом машина все это прочистит всю грязь, пыль, ну, почистит от всякого мусора, от стекол, вдруг что-то где-то как-то. Поэтому все будет супер. Я же говорю, я подписана на девочку, она сейчас в Канкуне находится, в Мексике. Вот она пришла на пляж, и у них вот точно такой же берег. И вот так вот сухая вот эта трава, сухие водоросли летают по всему пляжу. Она говорит, а тут это нормально. Люди идут действительно к морю. Это не бассейн, понимаете, где цвет синей воды за счет того, что окрашено дно бассейна. Нет, это море, это настоящее море. И только море нас будет оздоравливать без хлорки. И наша вот эта трава, вот эта камка, вот эти водоросли, камка, она, когда на солнце, она в воздух, она же испаряется, и в воздух выходят фитонциды, определенные полезные, йода очень много. В общем, там такой спектр полезных микроэлементов, понимаете, что вот этот воздух именно, он и оздоравливает людей за счет вот этой вот травы. Вода с хлоркой из бассейна вас не оздоровит, ни вас, ни ваших детей. Поэтому, если люди не понимают, не надо писать всякую ерунду мне. Я просто, не знаю, я не реагирую. Я просто думаю, боже, как хорошо, что это все досталось нам. И у нас есть возможность оздоравливаться. Я вам 1000 раз рассказывала, что я родилась на Сахалине, что я очень болела. Я болела. Меня сюда привезли, я перестала болеть. Я здоровая, просто... единственное, что у меня с щитовидкой немножко, это уже там такие моменты, и то. Я на данный момент на гормонах не сижу. Возможно, благодаря тому, что я живу в Черноморском. Поэтому, друзья мои, если вы понимаете и вы немножечко умеете думать, то вы должны понимать, что здоровье – это только природа. Природа. Настоящее море чистое, водоросли морские, соль морская, и все, что содержится в море. И вот эти водоросли, вот они, вот. Это то, понимаете, то, что лечит действительно людей. Вот эта камка и есть, видите, она такая длинненькая. Они другие, эти водоросли. Вот я не знаю, вы все-таки со мной согласитесь, что даже уже в Краснодарском крае такой водоросли не найдешь. Потому что вот эта вот хлорофора, я не помню, как она называется, она вот прям как мочалка. Вот берешь ее, она как вот просто мочалка. И если, не дай бог, мы вот эту водоросль из своей бухты выведем, то эта хлорофора, она просто, я не знаю, она размножается с такой скоростью. И вот она будет токсична, а это пока очень полезно. Поэтому мы бережем ее. Экологи запретили категорически ее убирать, категорически. Потому что мы нарушаем баланс, понимаете, природы.
Поэтому, друзья мои, приезжайте, пожалуйста, добро пожаловать. Пляжик вас ждет. Оздоравливайтесь, балдейте. Пляж открыт. Все убирается, все красится. Все, я вас люблю, целую. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Подписывайтесь, пишите комментарии, обязательно ставьте лайки. Если я увижу, что вам нравится это видео, то будем гулять почаще по морю. Будем совершать такие прогулочки. Все, всем пока. До следующего включения. Спасибо, что вы были со мной. Все, всех люблю, целую. Пока.